Привет, друзья! Меня зовут Тора Виас, и я рада видеть вас на своем канале Lovely Makeup Hair School. Сегодня на уроке мы узнаем, как же правильно красить манекен голову. Итак, поехали! Когда вы покупаете болванку, болванка приходит вот с таким цветом, блондом, у нее не окрашены корни. Если вы хотите, при желании вы можете окрасить корни. В этом случае прически будут выглядеть красивее из-за глубины цвета. Вот это не окрашенная болваночка. Вот эта болваночка покрашенная. Если вы будете собирать прическу с окрашенными корнями, это будет придавать изюминки, и прически будут выглядеть более интересно. В окрашивании болванки мне будет помогать наш ведущий колорист нашей школы Lovely Makeup Hair School Мариночка. Итак, начнем. Итак, для окрашивания мы решили выбрать краску Redken Shades EQ. Это тонирующая безаммиачная краска. Цвета мы берем 8V, 8N и 7NA, чтобы у нас получился красивый холодненький оттенок. Мешаем мы цвета вот с таким оксидантом. Это специальный оксидант для Redken Colors. Я всегда рекомендую использовать весы, чтобы правильно смешать краску. Краску мы будем смешивать таким образом. Оттенок 8V мы берем 25 грамм, оттенок 8N 15 грамм и оттенок 7NA 5 грамм. И будем смешивать 1 к 1 с оксидантом Shades EQ. Как вы видите, краска Redken очень жидкая. Ее нужно будет наносить очень аккуратно, чтобы не испачкать волосы. Итак, мы разделили голову на 4 части. Отделили височно-боковые зоны и затылочную часть поделили на 2 части. Далее нам нужно предохранить лицо болванки от попадания на нее краски. Мы будем использовать прозрачную липкую пленку. Эту пленку вы можете найти в любом хозяйственном магазине. Это пленка для упаковки продуктов. Раскручиваете ее. И маленькими зажимами прикалываете к волосам. Также я предлагаю одеть пленку на плечи болванки, чтобы не попасть краской. Вот таким образом мы упаковали нашу манекен голову. Начинаем наносить краску по пробору. Наносим примерно сантиметр от кожи головы, но потом мы будем растягивать ее, и примерно у нас будет задействовано 2 сантиметра от корней волос. Отделяем пряди кончиком кисти. Пряди отделяем тонкие.
Вот такая толщина прядочки у нас примерно. Если вдруг на кожу попала краска, я рекомендую использовать такой Redken Color Stain Remover. Это вообще для человеческой кожи, но для манекен головы тоже подойдет. Красим очень аккуратно и старайтесь, чтобы краска не попадала в концы волос. Можете использовать краску любого бренда. Это не принципиально использовать Redken. Более того, хочу сказать, что тонирующая краска Redken очень жидкой консистенции. И выберите ту краску, которая гуще. Либо, если вы используете Redken, то добавляйте загуститель. Очень хорошие бренды Wella и L'Oreal. У них получаются красивые, холодные, и в L'Oreal даже перламутровые оттенки. Тонирующая краска Redken мне тоже очень нравится. Обожаю их Shades of You оттенки и всегда ими пользуюсь при работе. Если краска каким-то образом попала на волосы, не отчаивайтесь. Вы можете взять оксидант и нанести его без порошка. Я рекомендую взять 12%, он самый сильный, для того, чтобы убрать ненужное нам пятно. Итак, вот что у вас получилось в итоге. Волосики должны лежать друг над другом, не смешивайте их, не перекладывайте. Они должны лежать ровненько. Тогда ничего у вас не испачкается и работа будет удачной. Время выдержки у нас 20 минут. Затем мы смываем. Я рекомендую мыть манекен голову не холодной и ни в коем случае не горячей водой. Мойте волосы теплой водой, желательно комнатной температуры. При этом вы делаете все то же самое, что вы обычно делаете со своими волосами. Вы моете волосы шампунем и далее накладываете кондиционер или маску. Для тонирования я буду готовить вот такую необычную смесь. Я налила воды и оставшуюся краску добавляю в эту воду. И размешиваю. В этой воде я буду тонировать волосы по всей длине. Вот таким вот образом. Оставляю болванку еще на 15 минут. Итак, мы смыли краску. Волосы немного запутанные. И для того, чтобы их было легко расчесать, я порекомендую вам одно универсальное средство. Это двухфазный кондиционер. Он прекрасно справляется с сухими волосами.
И более того, я рекомендую наносить двухфазный кондиционер каждый раз при мытье манекен головы. Я не приверженница каких-то специальных брендов. В данный момент у меня Matrix. Меня он вполне устраивает. Также для лучшего расчесывания я рекомендую вам использовать щетку с натуральной щетиной. У нас получился очень красивый пепельный цвет. И сейчас я вам его покажу после того, как высушу волосы. В итоге у нас получился слегка пепельный цвет с затемненными корнями. По-моему, очень красиво. И теперь мои прически будут смотреться гораздо интереснее. Но это вы увидите уже в следующем ролике. Так что не забывайте подписываться для того, чтобы не пропустить все самое новое и интересное. Ну а с вами была Тора Виас и Lovely Makeup Hair School. Увижу вас очень скоро. Пока!